Один из самых печальных фактов современности – на Земле больше не осталось мест, которые можно найти первым, а потом объявить своими владениями. Но есть люди, которых это не останавливает. Сегодня поговорим о том, как основать собственное государство, и о том, какая дичь может от этого произойти. В этом выпуске ветеран Второй мировой объявляет себя князем, Эд Ширан покупает у него баронский титул, а убийца Версаче – паспорт. Жена Хемингуэя срывает основание Новой Атлантиды, хорватские пограничники ловят стримеров на водных лыжах, а ранчо в Неваде объявляет войну ГДР. Добро пожаловать в прекрасный мир микрогосударств. Во второй половине 20 века на карте Европы появилось новое государство – княжество Силен. Оно имело все, что полагается – флаг, герб, гимн и валюту. Правил Силендом конституционный монарх, отставной майор британской армии по имени Пэдди Рой Бейтс. Территория у княжества была небольшая, где-то половина футбольного поля. Но это потому, что Силенд целиком находился на заброшенной морской платформе ПВО, недалеко от британского побережья. Таких фортов во время Второй мировой войны построили несколько штук. В 1950-е их разоружили и бросили. Но у этого конкретного была интересная особенность. Он находился в нейтральных водах. То есть технически не попадал под юрисдикцию британского правительства. И был, с чисто формальной точки зрения, ничейной территорией, которую по старинным международным законам мог застолбить любой желающий. Бейтс сначала не собирался объявлять себя князем этой ржавой конструкции. Приплыл он совсем за другим. Хотел поставить передатчик и транслировать пиратское радио. В Англии в 1960-е это было модно и прибыльно. Такие станции ставили в эфир популярную музыку без лицензий и цензуры. А британские законы обходили, передавая из международных вод с кораблей и барж. 2 сентября 1967-го Бейтс выгнал с платформы конкурентов и официально провозгласил захваченный форт княжеством Силен. Себя князем, а свою жену – княгиней. Над платформой был торжественно поднят национальный силенский флаг. Британскому правительству все это очень сильно не понравилось. Весь 1968 год княжество отбивало внешние вторжения конкурирующих пиратов и британской морской пехоты. Конкурентов Бейтс по мере сил забрасывал коктейлями Молотова, а морскую пехоту просто стыдил. В конце концов он настолько поверил в себя, что дал в сторону морских пехотинцев пару предупредительных выстрелов. За это его потащили в суд. А там выяснилось, что юрисдикция британского суда на нейтральные воды не распространяется, и судить Бейтса при всем желании не получится. Князь Рой I воспринял это как фактическое признание независимости своей новой маленькой страны. Идея с пиратским радио за этим всем как-то забылась. К 1970-му на платформе жило 50 человек, в основном друзья и знакомые монарха. У них получилось что-то вроде хипповской коммуны в открытом море. Рой I раздал несколько десятков силенских паспортов, то есть возникли граждане. Ну а где граждане, там и государственный переворот. В 1978-м какой-то немец объявил себя премьер-министром Силенда и устроил путч. Высадился на платформу с вертолета во главе маленького отряда голландских наемников. Роя I они не застали. Он как раз уехал в Англию, скорее всего, в магазин. Зато поймали и взяли в плен его сына, наследного принца Майкла. Все закончилось хорошо. Законный монарх тоже где-то нашел вертолет, собрал вооруженных друзей и сына освободил. На этот раз в плен попали уже путчисты. Причем немца, имевшего силендское гражданство, Рой собирался судить за госизмену. Вызволять пленника специально прилетал дипломат из Германии, что в Силенде восприняли как второе фактическое признание независимости. Официально Силенд так никто и не признал. В 1987 году Британия подвинула границу своих территориальных вод, и теперь Силенд в них попадает. Силендская королевская семья в основном живет на суше и активно торгует мерчом, марками, валютой и титулами. Раньше выдавали еще паспорта, но с ними получилось не очень. В
конце 1990-х какие-то мошенники начали силендскими паспортами торговать. Причем в третьем мире. Не все были в курсе, что это не настоящая страна, и покупали гражданство довольно бодро. В Восточной Европе отдельным уникумам удавалось открывать по силендским паспортам банковские счета и отмывать деньги. Были и совсем дикие случаи. Например, паспорт Силенда нашли у человека, убившего Джанни Версаче. В общем, документы княжество с тех пор не выдает. А вот титул по-прежнему можно купить или получить в подарок. В число силендской аристократии входит Эд Ширан. Он – барон. В 2006-м княжество загорелось из-за неисправной проводки. И сгорело почти целиком. По этой причине с 2007 по 2010 можно было купить сам Силенд. Он некоторое время продавался на открытом рынке за 900 с чем-то миллионов фунтов. Среди потенциальных покупателей был знаменитый торрент-трекер Pirate Bay, который как раз искал лояльную к пиратам юрисдикцию, но сделка не состоялась. Силенд — самое успешное непризнанное микрогосударство, но далеко не единственное. Свой собственный остров в океане пытался построить даже младший брат Эрнеста Хемингуэя — Лестер. В 60-х он заработал довольно много денег на книге про своего более знаменитого брата и решил вложить их в создание собственной страны. Хемингуэй-младший нашел какую-то отмель в нейтральных водах рядом с Ямайкой, затопил там вагон железного лома, который купил по скидке, и пришвартовал плот. Все это он объявил республикой Новая Атлантида. Расчет был на то, что отмель можно будет постепенно досыпать или притопить там баржу, и в итоге вырастет коралловый риф. Оставался еще вопрос с официальным признанием, и тут Лестер сделал ход конем. Он раскопал старый закон середины 19 века. Приняли его в те времена, когда одним из самых востребованных товаров было гуано, то есть птичьи экскременты. Зачем-то они требовались химической промышленности в огромных количествах и считались стратегическим сырьем. И вот Соединенные Штаты приняли закон, по которому любой остров, где имелась гуано, мог попросить у Белого дома защиты. Хемингуэй-младший приволок гуано на свою отмель и обратился в Вашингтон с официальной просьбой об оформлении протектората. Удивительно, но в Белом доме это обращение даже начали рассматривать. Ямайские власти тоже не возражали. Все вроде бы шло неплохо, но потом жена запретила Лестеру тратить деньги на утопические проекты. Вместо основания республики ему пришлось купить скучный дом в пригороде. Можно предположить, что искусственный остров — единственный шанс объявить себя королем или президентом ничейной территории, а все остальное давно поделено. На самом деле, одна ничейная территория есть даже в Европе, и в 2010-х чехи упорно пытались основать там собственное государство. Граница между Хорватией и Сербией – больная тема для обеих стран. После распада Югославии сербы так и не смогли договориться с хорватами о том, где она проходит. Сербы утверждают, что по Дунаю, хорваты, что нет. По итогам сложных взаимных претензий на хорватской стороне реки появился кусок, от которого отказываются и те, и другие. Этот участок известен как Горняя Сига, и он довольно приличного размера — 7 квадратных километров, примерно с британский Гибралтар. Населенных пунктов и местных жителей там нет, потому что это заливные луга, но зато есть берег Дуная, транспортной артерии всего региона. В 2015 году Горнюю Сигу обнаружил с помощью Гугла молодой чех по имени Вит Едличка. Едличка – фанат Айн Рэнд, активист чешской партии соответствующего толка. Он загорелся идеей построить на ничейной земле рыночную утопию. Весь год он с переменным успехом пытался туда попасть, но каждый раз его задерживали хорватские пограничники. Так как он брал с собой журналистов, новое государство сразу приобрело известность и сторонников. Пограничникам добавилось работы. Им начали попадаться активисты со всей Европы, которые пытались проникнуть на спорную территорию всеми способами. Их ловили, а потом отпускали, потому что было не очень понятно за незаконное пересечение, какой именно границы их судить. Себя эти люди называли гражданами Либерленда.
В конце того же года прошли выборы. Появилось временное правительство, которое начало активно торговать гражданством, выпустило собственную криптовалюту и установило дипотношения с Сомалилендом, непризнанной республикой на территории Сомали. Попытки попасть в, собственно, Либерленд и поднять там хотя бы флаг продолжаются. Несколько лет назад популярный стример проник туда на водных лыжах, но был пойман. Другая абсолютно ничейная территория. 2000 квадратных километров между Египтом и Суданом. Так называемый треугольник Бир-Тавиль. Как и хорваты с сербами, египтяне и суданцы не могут договориться о том, какой из двух вариантов границы их устраивает. В итоге этот кусок безводной пустыни официально не нужен никому, кроме разных авантюристов, которые основывают там свои микрогосударства. Первым стал американский фермер Иеремия Хитон. В 2014 году он объявил себя королем Северного Судана. Надо сказать, что мотивация у него была безупречная – порадовать 7-летнюю дочку, которая таким образом стала почти настоящей принцессой. Флаг для нового королевства придумала именно она. У Хитона сразу появились конкуренты. В 2017 в пустыню приехал индийский бизнесмен и провозгласил там королевство, названное в честь себя. Он всего на день опередил предпринимателей из России. Тот записал из треугольника Бир-Тавиль видеообращение, на котором объявил себя королем Средиземья. В 2019-м треугольник попытался застолбить американец ливанского происхождения, в 2021-м юрист из Лондона. Никому из них пока не удалось закрепиться в пустыне. Дело, скорее всего, в том, что в треугольнике занимаются нелегальной добычей золота бедуины из местного племени. На выдуманные титулы они плевать хотели, а вот пристрелить могут по-настоящему. Вообще без пустыни и конфликтов с бедуинами микрогосударству как-то спокойнее. Именно так решили двое американских подростков, когда в 1977-м основали у себя дома Республику Малоссия. Детская игра затянулась на 50 лет, и сейчас у Малоссии есть собственная территория в штате Невада. Валюта, законы и правительство. По всем пунктам, правда, есть нюансы. Территория – это ранчо основателя республики. Курс валюты привязан к цене печенья с шоколадной стружкой. В законодательстве есть такой важный пункт, как штраф за подрыв ядерных боеголовок. Он составляет примерно $400. Правительство – это основатель Малоссии, житель Невады по имени Кевин Боу. У себя в государстве он установил военную диктатуру, но только потому, что ему нравится ходить в мундире и гигантской фуражке. Боу при этом не сумасшедший, он признает американские законы. Налоги он тоже платит. Правда, называет это оказанием международной помощи. Ну и неплохо зарабатывает на туристах, которые приезжают на все это посмотреть. Еще один источник дохода Малоссии – продажа облигаций военного займа. Дело в том, что непризнанная микрореспублика находится в состоянии войны с ГДР. Тот факт, что ГДР давно нет на свете, малоссов не смущает. Логика у них следующая. В 1970-е Кастро то ли подарил, то ли хотел подарить восточным немцам островок у побережья Кубы. Подарок даже переименовали в честь Эрнста Тельмана, видного немецкого коммуниста. Когда ГДР упраздняли, остров Тельмана забыли включить в договор о воссоединении с ФРГ. И получилось, что в какой-то форме Восточная Германия все-таки сохранилась. Кевин Боу пользуется большим авторитетом в сообществе микронаций, а их существует огромное количество, как с территорий, так и без нее, в форме художественного жеста, более-менее всерьез или просто по приколу. Дин Кейман, известный миру как изобретатель Сигвея, в 1986 году купил остров с поэтичным названием «Северный дамплинг». После того, как местные власти запретили ему строить на острове ветряки, он провозгласил независимость Северного дамплинга от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты этот акт проигнорировали, но так бывает не всегда. В 1977-м группа лондонских сквоттеров, которую собирались выселять, объявила себя республикой Фристония. Власти не возражали. Сквоттеры даже получили ободряющее письмо от лидера парламентской оппозиции, то есть практически от официального лица. Что еще более удивительно, британская почта без особых проблем принимала марки, которые печатались во Фристонии.
хотя на некоторых из них портрет королевы был заменен на портрет гигантской гориллы. Рой I, основатель и первый князь Силенда, умер в 2012, передав престол своему сыну Майклу. Любой порядочный государственный деятель должен оставить после себя хотя бы один афоризм, и основатель династии Бейтсов оставил такой: «Не знаю, в каком возрасте я умру и от чего, но точно знаю, что не от скуки».